Почему психология одна из самых дискредитированных сейчас наук? Чем отличается настоящая наука, которая научная, в частности психология? Где научная психология, а где лжепсихология? И почему психологию, которая научна, стоит разделить с психологией, которая шарлатания, как разделились астрология и астрономия, чтобы психология развивалась активно, а шарлатания не пыталась примазаться к настоящей науке? Почему мозг человека самая чудесная и самая трендовая тема, которую нужно изучать первостепенно во Вселенной, и почему ученые с этим запаздывают? Это серия видео из 100 видео, где я волнуюсь и учусь записывать видео. Серия видео 100 на отъебись. Сегодня миссия вообще невыполнима. У меня менее чем через полчаса визаран. Мне нужно помыться, собраться, покушать и сделать тебе крутое видео. Просто невыполнимо полчаса. Начинаем. К прошлому видео мне оставили развернутый комментарий, и я его вкратце опишу. Да, цитата Фрейдмана, и я полностью согласен. Культура сомнения– это гениально, это основополагающее отличие науки, потому что наука всегда сомневается, и наука изучает свои лазейки, в чем она может быть не права. Лженаука пытается об этом не думать, потому что иначе она посыплется сразу. Лженауки часто неопровержимы из-за размытости смыслов, потому что они сами не понимают, о чем они говорят. Их смысл размыт настолько, что они будут аргументировать тем, что Марс в квадрате в Венере, а когда попытаешься спросить, как это работает, они каждый будут рассказывать какую-то свою отдельную версию, и в худшем случае они просто скажут: ну, мы не понимаем вообще, о чем ты спрашиваешь, это просто работает, и все. Тайна делает людей особенными. Абсолютно верно. Люди пытаются какими-то секретными знаниями себя подтолкнуть, потому что им своя жизнь кажется настолько обыденной, и наука, которая им кажется тоже обыденной. И они хотят что-то особенное, чтобы почувствовать свою какую-то элитарность, свою особенность. И часто люди это делают, примыкая к лженаукам. С чем не соглашусь, то, что психология с астралами и единым сознанием– это каким-то образом психология. Ты абсолютно прав, это мракобесие, но вот проблема в том, что люди под мракобесием выставляют свои услуги, выставляют свои какие-то около дипломы рядом с людьми, которые занимаются КПТ и нейропсихологией. И человеку, который в первый раз это видит, который не специалист, он либо кинется в мракобесие, потому что оно интересное, либо просто скажет, что это все хуйня и полностью отвернется от большого пласта науки, связанного с психологией, из-за того, что там развелось много мракобесов. Единственное, с чем не согласен, это воздействие Луны. Все же гравитация поднимает воду в океанах, но понятно, что это просто утрирование. Если уж мы настолько радикально топим за науку, то я от тебя ничего не буду скрывать. Вот вкратце формула. Ты можешь сам все посчитать, и я от тебя ничего не скрываю. Если уж мы говорим про гравитацию, то ее сила ослабевает в квадрат, пропорционально квадрату расстояния. То есть смотри, максимально понятный пример. Вообще, к чему это? Про то, что звезды вообще нахуй никак не влияют на... Не то, что жизнь человека вообще ни на что, потому что даже Луна оказывает самое минимальное влияние, которое на грани теоретических расчетов и на грани регистрации приборов. Смотри, ты привел пример с приливными силами, но этот эффект работает только когда у нас огромная масса воды. К примеру, ты видел ли, что Луна оказывает влияние на воду в озере, на воду в пруду? Нет, это работает с океанами, либо с большими морями, потому что чтобы эта ничтожно малая сила была заметна, нам нужен огромно, невероятно колоссальный объем воды. Огромно, в невероятном дохуя воды. Так как в озере воды меньше, там уже такого быть просто теоретически не может, потому что сила настолько маленькая, что ее можно просто через огромное вот... Мы наука. Я тебе формулу дал, можешь посчитать. У человека масса еще меньше, чем в озере воды. Соответственно, на него влияние оказывается настолько мало,
что да, все верно, вот буквально птица, буквально жук пролетающий будет оказывать на человека влияние больше, чем Луна. Поэтому я нисколько не шутил и нисколько не утрировал. Так почему же психология сейчас находится в самой жопе? Потому что психология не может разделиться с, так сказать, прилипалами, которые пытаются примазаться к науке. Это как раньше, знаешь, была наука про космос. Потом, в последующем, ученые выпизнули людей, кто к ним примазывался. Выпизнули, сказали, вот вы кем угодно назоветесь, они назывались астрологами. И так появилась астрономия, наука, и астрология, вот эти шарлатаны. И как бы не нужно 7 пядей во лбу, что когда у тебя на две большие группы ты смотришь, и ты примерно понял, что вот это наука, а это шарлатания. И то есть определить проще. Но когда это все каша, когда каша, человек, который приходит, смотрит на это, не разбираясь, вот я был таким человеком, потому что, смотри, я видел то, что психологию, нумерологию, астрологию занимались одни и те же люди. И поэтому у меня автоматом психология дискредитировалась. Из разряда, что ну это какая-то шарлатания. Вот ты понимаешь? И ты один раз, дискредитировав у себя в мозгу, так сказать, доступ к рабочему инструменту, ты можешь закрыть для себя этот рабочий инструмент. Хотя там есть настоящая научная психология, но ее дискредитировали огромное количество вот этих шарлатанов. Поэтому, чтобы в психологии был скачок, чтобы было развитие психологии, прежде всего нужно разделить научный подход и шарлатанию. Потому что шарлатание это лишь бы было красиво, лишь бы было весело, лишь бы было интересно. А научный подход это лишь бы работало. Вот как? Если бы лженауки делали телефоны, у них бы просто было, стеклышко. Стеклышко. Потому что науке не важно, как он что. Науке важно, чтобы он работал. Основная тема науки. Почему наука сложная и почему наука сама себя перепроверяет. Чтобы он работал как на выпуске, так и на заводе, так и через год телефон работал. Лженаука сама себя не проверяет. В этом их колоссальное отличие. Наука, суть науки, чтобы это работало и чтобы можно было это перепроверить, чтобы это работало и через год, чтобы была доступная рабочая схема работы. Почему мозг человека самое великое, что есть в нашей Вселенной? Все, знаешь, лезут изучать. Они там изучили уже все галактики, они изучили черные дыры, они куда-то телескопы, куда-то уже все летят. Я уже даже перестал понимать до конца. То есть раньше я четенько понимал, что делают в адронных коллайдерах. Теперь я уже перестал понимать, они уже там какие-то материи, которые теоретически возможно, невозможно, они что-то, знаешь, как с Богом играют. Они уже вот в саму суть Вселенной, в саму суть пространства уже копают. И вроде бы на поверхности есть орган, который самый чудесный. Потому что ни галактика, какая бы она большая ни была, она не может осознать себя. Она не может изучать другую галактику. Черная дыра, она не может осознать себя. Она не настолько сложная. Она может быть максимально большая, но она не настолько сложная, чтобы осознать себя и изучать другую черную дыру. А наш мозг может. Это пока единственная настолько сложная вещь во Вселенной, через которую мы, по сути, воспринимаем мир. И то, насколько наш мозг хорошо работает, мы будем либо как бы довольны, либо недовольны, потому что он будет работать хорошо, будет все хорошо. Если он будет работать плохо, да мы хоть, не знаю, хоть 10 черных материй найди, хоть устрой там на Марс, улети куда надо, любые путешествия, хоть что угодно придумай, любое развитие науки, но если мозг не будет работать правильно, будет какие-то загоны, не сможет мозг справляться, то человек изнутри будет чувствовать вот это несчастье, что бы вокруг, какой бы научный прогресс не был. Поэтому самое базовое, как я считаю, это именно развитие мозга, развитие наук, связанных с мозгом, чтобы вот именно вот этого зрителя, который вот ощущает весь этот мир, чтобы
вот это ощущение нормализовать внутри, потому что у нас вот все это происходит внутри, и как бы мы снаружи вот это себя не окружали, не развивали технологии снаружи, нам это все без разницы, если мы не разобрались внутри. Поэтому я считаю, что это первоочередная вообще тема современности. И первоочередное, чтобы сделать, чтобы какой-то ход пошел, чтобы люди смотрели на это серьезно, разделить науку, психологию и шарлатанию психологию, назвать ее какой-то шарлология, блядь. И я, знаешь, смотрю вот на это все, и как будто я один замечаю вот этот косяк, что вот психология погрязла вот в какой-то херне, и она буксует на ровном месте. Поэтому я не буду тебе рассказывать про то, что там ставь какие-то пальцы, бей в колокол, пиши комментарии. Нет. Если ты тоже считаешь, что эту тему стоит развить, просто перешли видео куда-то. Я в любом случае это сделаю, но ты можешь тоже в этом поучаствовать. И еще ты можешь принять участие в том, что если у тебя есть кто товарищ, знакомый, кто испытывает реально сложности с психикой, кто испытывает сложности с жизнью, и которому не нужны тупые какие-то мотивации из разряда «встань, иди», какие-то мотивации, как люди добиваются успеха, какой-то вот этот весь осочертелый бред, ему нужны реальные техники, которые работают, или именно вот эту научную психологию ему тоже отправляй. Кто на грани, тоже отправляй. Я хочу очень развить эту тему именно глубокие депрессивные расстройства, суицидальное поведение. Блин, наверное, надо торопиться. Ладно, я вроде сделал все, что смог. С тебя чуть-чуть один репост чуваку, которому это понадобится, которому это могло бы пригодиться. Все, обнял, поднял. Я не умею прощаться, да, я каждый раз это говорю. Пока.